Один из главных плюсов фантастических сериалов – это возможность окунуться в миры, совершенно не похожие на наш. Netflix, как одна из крупнейших стриминговых платформ, предлагает огромный выбор контента, который постоянно обновляется. И здесь можно найти все от ностальгических классических шоу до свежих новинок, и любителям жанра точно будет из чего выбрать. Привет, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня для вас 20 фантастических сериалов Netflix, на которые стоит обратить внимание. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. «Задача трех тел» – адаптация одного из самых известных научно-фантастических романов 2000-х «Задача трех тел» Люци Сини, лауреата премии Хьюга. В центре сюжета астрофизик Евен Дзе, который взгляды семьи вынуждают работать на военных. На секретной базе она сталкивается с шокирующей правдой. Человечеству грозит опасность от инопланетной расы. Затем действие переносится в наше время, когда видные ученые один за другим необъяснимо совершают самоубийство. Уцелевшие решают взять дело в свои руки и добраться до правды. На протяжении 8 серий сериал балансирует на грани реальности и фантастики, удивляя непредсказуемыми поворотами сюжета. Здесь сочетаются сложные идеи и визуальные эффекты, которые заставляют задуматься о месте человечества во Вселенной. Это тот тип сериала-загадки, который с каждым эпизодом становится только интереснее, оставляя после себя смесь любопытства и тревоги. Академия Umbrella. Изначально многие считали, что создатели сериала сгладят эзотерические грани оригинального комикса, пытаясь сделать его более похожим на другие шоу о супергероях. Однако зрители сразу же поняли, что сериал столь же странный и самобытный, как и первоисточник. Академия Umbrella рассказывает о разделенной семье приемных братьев и сестер со сверхспособностями, которые воссоединяются после смерти их отца. Его утрата открывает новый вопрос о секретах, которые он хранил от них, и об их собственном происхождении, а еще вынуждает сплотиться, чтобы совершить то, к чему он готовил их всю жизнь – спасти мир от конца света. «Очень странные дела» стали невероятно популярны сразу же после того, как первый сезон сериала вышел на Netflix в 2016-м. То, что задумывалось как дань уважения кинематографу 80-х, с отсылками к инопланетянину, Dungeons and Dragons, балбесам и творчеству Стивена Кинга, превратилось в многослойное и захватывающее научно-фантастическое приключение. В центре сюжета группа детей из Хокинса, штат Индиана, которые после встречи с таинственной девочкой по имени 11 обнаруживают зловещее измерение, скрывающееся прямо у всех под носом. Правительственные заговоры, демонические чудовища и актерский состав, полный любимых чудаковатых персонажей, делают этот жанровый сериал настоящим шедевром. «Черное зеркало». У каждого из нас бывают моменты, когда мир технологий кажется ближе к антиутопии, чем к утопии. Он ограничивает нашу свободу, вторгается в личное пространство и подвергает нас анонимным атакам. Самое тревожное, что мы сами этому способствуем, смирились с нарушением границ и даже стали зависимы. Технологии повсюду, и, как ни странно, мы уже не можем противостоять их распространению. Но это не означает, что мы не должны ставить их под сомнение. Именно это и делает «Черное зеркало». Сериал показывает наше общество в самом неприглядном свете, новой историей и новым актерским составом в каждом эпизоде. Это не то шоу, которое приятно смотреть. В основном оно тревожит. Но в мире, где технологии неизбежны, его мрачное предупреждение как никогда актуально. И очевидно, список лучших фантастических телешоу никогда бы не был полным без «Черного зеркала», ведь он погружает зрителя в паранойю, рожденную нашей жизнью в онлайн-мире. «Маньяк» — это уникальное научно-фантастическое приключение с элементами черной комедии. Главные роли исполнили Эмма Стоун и Джона Хилл, а режиссер Кэрри Фукунага создает атмосферу, которая погружает в психоделический мир ретро-футуристического Нью-Йорка. Сюжет крутится вокруг двух незнакомцев, которые участвуют в странном фармацевтическом эксперименте. Вместе они переживают дикие подсознательные путешествия и оказываются в совершенно разных реальностях, от спиритических сеансов до жизни в фэнтези-мире. Этот мини-сериал выделяется потрясающими визуальными образами и глубоко затрагивает темы психических заболеваний, человеческих взаимоотношений и восприятия реальности. Несмотря на сухой юмор, «Маньяк» заставляет задуматься и вызывает восхищение своей оригинальностью. «Тьма». Рассказать этот сюжет – вызов сам по себе. Сериал начинается с таинственного исчезновения подростка, а вскоре перед нами разворачивается масштабный, многолетний заговор, который связывает несколько поколений и временных эпох. Йонас начинает поиски пропавшего мальчика в 2019-м, что приводит его к череде событий, связанных с 1986 и 1953 годами. В каждой эпохе свои секреты, а ключ ко всему – атомная электростанция Виндена. Как и многие научно-фантастические триллеры, «Тьма» — это головоломка, которая не раскрывает всех карт сразу. Но если вы готовы к погружению в этот сложный мир, сериал подарит захватывающую историю.
Архив 81. Это мистический хоррор-сериал, который будет пугать и удивлять вас до самого финала. Дэн Тернер, архивариус, на заказ восстанавливает старые видеозаписи, способные пролить свет на произошедшее в многоквартирном доме. Но вскоре, неожиданно для себя, он оказывается втянут в жуткую историю о культе. Начавшись с тихой тревожной завязки, сериал постепенно наращивает напряжение, приводя к шокирующему финалу. Этот проект – идеальный выбор для тех, кто любит интеллектуальный хоррор и неожиданные фантастические повороты сюжета. 3%. Первый бразильский проект на Netflix переносит нас в мир, где лишь 3% населения могут рассчитывать на жизнь в утопии, а остальные вынуждены бороться за выживание. Сериал рассказывает о конкурсе молодых людей за право войти в привилегированный мир, и каждый участник должен принять трудные решения, чтобы достичь цели, сохранив при этом свою человечность. Эта история не только о социальном неравенстве, но и о внутренней борьбе за лучшее будущее. 1899 от создателей «Тьмы» рассказывает о пассажирах корабля, идущего в новый свет на рубеже веков. Сериал полон разных жанровых элементов. Тут и мистика, и путешествия во времени, и симуляции реальности. И хотя его так и не продлили на второй сезон, первый полон неожиданных сюжетных поворотов, захватывает с первых минут и однозначно заслуживает просмотра. «Алиса в пограничье» основан на манге Хараасы и рассказывает о группе людей, очутившихся в параллельной версии Токио, известной как Пограничье. Побеждая в играх, они продлевают свое пребывание в этом искаженном мире, ведь истекшая виза означает неминуемую гибель. Они не только борются за жизнь, но и стремятся раскрыть тайну этого странного мира. Зрелищные кадры, напряженные игры и эмоциональные моменты делают каждый эпизод «Алисы в пограничье» незабываемым. Сериал не щадит зрительских нервов, а сюжет буквально не отпускает и поражает нестандартностью. «Затерянные в космосе» – ремейк классического сериала 1965 года, где семья Робинсонов после аварийной посадки на загадочной планете пытается выжить и продолжить свою миссию. Их главная цель – вернуться домой, преодолев множество испытаний в незнакомой галактике. Главной особенностью сериала остаются отношения между персонажами. На фоне впечатляющих космических пейзажей разворачивается история о семейных ценностях и выживании. Здесь зритель увидит не только экшен, но и глубокие эмоциональные переживания героев. При этом Робинсоны справляются с проблемами не силой, а умом, что в том числе делает сериал интересным и непредсказуемым. Научно-фантастический сериал «Видоизмененный углерод» от Netflix мог бы стать достойным конкурентом мира Дикого Запада HBO. И не только благодаря проработанным мирам будущего, но и изобилию обнаженных тел, которые по сути являются пустыми оболочками без души. В стиле киберпанк-нуара рассказывается история бойца сопротивления, воскрешенного в новом теле через столетия после провала его революции. Теперь ему предстоит расследовать убийство одного из старейших представителей сверхэлиты, которые покупают клонированные тела, чтобы переселить туда свои сохраненные в цифровом виде личности. «Любовь, смерть и роботы» — уникальный анимационный сборник короткометражек от режиссера Дэдпула Тима Миллера и исполнительного продюсера Дэвида Финчера. Каждая серия отличается стилем, жанром и настроением, от юмористического фэнтези до хтонического кошмара, зла, поглощающего космические станции, и шокирующий и эмоциональный хибаро из третьего сезона. С короткой продолжительностью эпизодов около 20 минут это отличный вариант для быстрого и захватывающего просмотра. И хотя шоу иногда критикуют за гиперсексуализацию, чрезмерное насилие, оно все равно остается одним из самых лучших представителей жанра, что подтверждает несколько премий Эмми. «Путешественники» — скрытая жемчужина Netflix, научно-фантастический сериал, в котором сознание людей из будущего перемещаются во времени в тела умирающих людей, чтобы предотвратить ядерный апокалипсис. Поначалу сериал развивается медленно, но постепенно набирает темп и становится все более захватывающим и философским. Один из ключевых персонажей — не путешественник, который добавляет человеческую, в смысле слова человечность, нотку в шоу. Первый сезон получил 100% рейтинг на томатах, и это неудивительно. Он удачно сочетает путешествия во времени и элементы драмы, показывая, как агенты из будущего адаптируются к жизням тех, чьи тела они занимают, пытаясь изменить надвигающиеся страшные события. «Добро пожаловать в Эдем» — испанский научно-фантастический триллер, который выводит идею о неискренности красивых вечеринок на новый уровень. Группа инфлюенсеров приглашена на эксклюзивную вечеринку в отдаленном месте, но наутро обнаруживают, что остались одни на таинственном острове, управляемом зловещим культом. Не буду излишне спойлерить, но культ утверждает, что внешний мир больше не существует. За 2 сезона сериал погружает зрителей в историю группы людей, которые постепенно понимают, что их пребывание в этом раю совсем не так безоблачно, каким должно казаться.
«Дождь». Если вам знакомы сериалы про подростков, чудом выживающих в глобальном апокалипсисе, то «Дождь» — это нечто подобное, только в датском исполнении и с местной атмосферой. Знакомый сюжет вовсе не значит, что его не стоит смотреть. Вирус, названный дождем, уничтожил большую часть населения Скандинавии. Спустя 6 лет брат с сестрой выходят из укрытия и присоединяются к группе выживших. Вместе они ищут безопасное место, стараясь сохранить человечность, несмотря на постоянную угрозу возвращения вируса. «Оа» — сериал, который закрыли слишком рано, оставив фанатов без надежды на логичный финал. Несмотря на это, за 2 сезона «Оа» успел впечатлить зрителей оригинальным и необычным сюжетом. Прерри Джонсон, слепая девушка, пропадает на 7 лет, а когда возвращается, она уже не та, что была раньше. У нее новое имя, шрамы на теле, и она снова видит. Теперь она называет себя Оа, или первородный ангел, и собирает группу людей, чтобы вместе отправиться на поиски похитителей. Этот фантастический сериал просит зрителей довериться ему, несмотря на порой сумбурный сюжет, который в конечном итоге выстраивается в одну стройную линию. Истории персонажей, их эмоции и переживания держат внимание, а кульминация оставляет трогательное впечатление. Манифест. Герои сериала не отправляются в космос, но его можно смело отнести к научной фантастике. Сюжет вращается вокруг пассажиров рейса 828, которые благополучно приземляются в Нью-Йорке после перелета с Ямайки. Но пока они были в воздухе, на Земле прошло целых 5,5 лет. Их близкие уже успели попрощаться с ними и начали жить дальше. Одни видят в этом шанс начать все заново, другие уверены, что их ждет нечто большее. И вскоре пассажиров начинают посещать загадочные видения, предсказывающие катастрофы, которые еще не случились. «Море спокойствия». Этот корейский фантастический сериал от Netflix объединяет в себе знакомые мотивы жанра: космическая авария, темные правительственные заговоры и таинственный вирус, угрожающий жизни персонажей. Но несмотря на это, он предлагает и кое-что новое и захватывающее. Действие происходит в недалеком будущем, где из-за глобальной засухи на Земле остро стоит вопрос нехватки воды. Единственная надежда человечества — найти ее на Луне, в заброшенном научном центре станция Балхэ. 5 лет назад там случилась загадочная трагедия, унесшая жизни всех сотрудников. Теперь команда специалистов отправляется на Луну в попытке добыть образец, способный спасти планету. И, наконец, Arcane. Подарок для фанатов League of Legends, и это одна из лучших экранизаций видеоигр за все время, заслужившая невероятно высокие оценки и крайне положительные отзывы. Но даже если вы никогда не играли в нее, вам понравится этот сериал, особенно если вы любите стимпанк. Он захватывает всем: и сюжетом, и особенным стилем анимации, и музыкальным сопровождением, и яркими персонажами. Хейли Стейнфилд и Элла Пернелл озвучивают Vi и Джинкс, двух сестер, которые оказались по разные стороны ожесточенного конфликта между городами Пилтовер и Заун. Политические интриги, невероятные гаджеты и оружие — все это делает Arcane незабываемым зрелищем. На этом у меня сегодня все. Буду рад вашим комментариям с названиями ваших любимых фантастических сериалов. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем. Пока.